Ночное небо Тейвата, усыпанное бесчисленными звездами, хранит немало тайн. Звезда здесь может быть небесным телом, источником силы, хранилищем памяти, носителем судьбы и даже живым существом, обладающим собственной волей. Привет! Это Луна. Тема сегодняшнего видео зрела во мне 2 года, и с каждым обновлением разработчики все сильнее подпитывали мои домыслы, теории, фантазии и интерес. А с выходом звездных реакций и в преддверии Снежной я окончательно поняла, что больше откладывать нельзя. Поэтому решила немного систематизировать всех своих тараканов и показать их вам. Тем более, что время от времени эта тема по касательной всплывает и в нашем телеграм-чатике. Ролик будет посвящен звездам Тейвата и населяющим их существам. Сразу предупреждаю, сегодня вас ждет не реконструкция событий, а большая теория. Я бы даже сказала отборная шиза. Пожалуйста, не распространяйте ее как установленный факт. Запасайтесь вкусняшками и давайте начинать наше лорное расследование. Только помните, все сказанное мной вымысел, а любые совпадения с реальным лором игры – случайность. В Тейвате стихии способны рождать живых существ, а боги даже после смерти продолжают отравлять землю. Нибелунг назван волей самого Тейвата, а лунные богини были рождены волями 3 лун. Поэтому мысль о существовании воли звезд совсем не выглядит невозможной. С выходом Натлана, который оказался законсервированным кусочком древнего лора, мы больше узнали о жизни и исследованиях драконов в отношении космического пространства. Там же распространена легенда о существах со звезд. Самое полное и интересное описание содержится в истории Койор и Укуку. Эта натлановская легенда рассказывает о дочери Солнца, о звезде по имени Койор. Ее родной дом находился ближе к Тейвату, чем звезды, населенные ее братьями и сестрами. А потому, однажды наклонившись слишком низко, она упала на землю, оказавшись на территории древних натлановских племен. Ее небесное тело не упало вместе с ней, оно осталось на небе, лишь утратив прежнее сияние. А вот сила, дарованная Отцом Солнцем, разбилась на осколки, которые Койор надеялась собрать, чтобы вернуться домой, на свою звезду. Во время поисков девушка встретила охотника Укуку. Он согласился помочь незнакомке и отправился вместе с ней в долгое путешествие. Постепенно между ними возникли чувства. Койор отказалась от прежней цели, осталась на земле и стала женой Укуку. У них родился сын Кунтур, унаследовавший звездные глаза своей матери. Однако сам Укуку продолжал находить осколки силы своей супруги. Он понимал, что, восстановив утраченное могущество, Койор сможет вернуться на свою звезду. Поэтому охотник решил скрыть находки. Он присвоил осколки и солгал жене, надеясь навсегда удержать ее рядом с собой. Но вскоре предательство раскрылось. Койор потребовала вернуть принадлежавшую ей силу, но Укуку отказался. Для него эти осколки были единственной гарантией того, что жена не покинет его. Для Койор же поступок мужа означал, что человек, которому она доверилась, сознательно лишил ее дома и права распоряжаться собственной судьбой. В гневе Койор обратилась к отцу, готовая принять любое наказание, и он помог ей вернуться на небо. Что интересно, звезда так и осталась тусклой, поскольку осколки силы Койор так и остались на земле. Укуку понес наказание, солнечный свет лишил его зрения, а последствия гнева солнца затронули и их сына. Кунтур вырос среди повелителей ночного ветра, но долгое время оставался изгоем. Из-за доставшегося ему проклятия заврианы избегали мальчика, и он не мог получить спутника, как другие представители племени. Тем не менее, Кунтур сумел стать великим воином и заслужил признание Иктомизавра. Среди повелителей ночного ветра также существовало поверье, что некоторые люди рождаются с душевной сущностью, подобной звезде. Такие дети могли взаимодействовать с лишенными тел существами и проводить их в мир снов. Это не доказывает их происхождение от звезд, однако показывает, что звездная природа в Тейвате способна существовать отдельно от небесного тела, как особое качество души. Возможно, именно так наследие упавших звезд, в том числе Койор, сохранялось среди людей многие поколения.
В другой натлановской легенде, помимо жителей звезд, упоминаются их фамильяры. В предании о безголовом Кокитао, владычице небесных звезд, после гибели избранного героя, приказывает существам, сотканным из звездного света, спуститься на землю и помочь Кокитао совершить возмездие. В Натлане этих существ называют звездными демонами, проявлениями неблагоприятных звезд Цицимимы и Цицимитлями. Любопытно, что спустя долгое время после смерти богини свет созданных ею Цицимитлей начал угасать. Это позволяет предположить, что их существование зависит от поддерживающих их воли звезд. Известными примерами Цицимитлей являются куклы Ситуали, дурное предзнаменование юга Ицпапаотль, коротко Ицпапа, и зловещая звезда севера Ситуалин. Бабуля Ицтли поместила силу неблагоприятных звезд в куклы, изготовленные из костей животных, чтобы смягчить дурной нрав Цицимитлей. При этом сами неблагоприятные звезды, по словам Ситуали, свободной воли не имеют. Сознание появляется у кукол благодаря сохранившимся в костях остаткам мыслей и духов животных. От звезды кукла получает силу, а от останков животного способность осознавать себя и управлять полученной оболочкой. Однако Ситуалин отличается от Ицпапы. Шаманка связала этого Цицимитля со своей собственной звездой судьбы. В день рождения Ситуали кукла становится особенно активной. А вот в пространствах, где воздействие звезд ослабевает, меняется поведение самих Цицимитлей. Например, чайник безмятежности почти полностью изолирован от внешнего мира, поэтому заключенная в куклах звездная злоба там значительно слабее. Ситуалин и Ицпапа становятся вялыми и выглядят подавленными. Тем же словом Цицимитли в древнем Натлане называли созданные пир-владыкой Шелкоотлем астральные собрания. Это искусственные миниатюрные звезды, состоящие из огромного количества сжатого флогистона и предназначенные для борьбы с бездной. По словам Кукулькана, процесс создания напоминает ковку настоящих звезд или восстановление Луны. Получившиеся сферы можно было перемещать и прикреплять к скоплениям сил бездны, после чего две противоположные энергии уничтожали бы друг друга. Однако астральные собрания заметно отличаются от существ из предания о безголовом Кокитао. Древние Цицимитли были рождены звездным светом и действовали как самостоятельные посланники небесной богини. Творения Шелкоотля служили управляемым оружием и не различали ни союзников, ни врагов. Следовательно, одной только звездной формы или звездной силы недостаточно для рождения воли. Созданные им сферы, в отличие от естественных звезд, оставались пустыми оболочками, могущественными, но лишенными души инструментами. Но откуда вообще взялись настоящие звезды? Были ли они частью моря звезд, или же принадлежали самой планете и с самого начала являлись частью ее небесного устройства? Полного ответа игра пока не дает. Мог ли Нибелунг создать эти звезды? Прямых доказательств этому тоже нет. Однако драконы определенно обладали технологиями изготовления небесных тел. Шелкоотль создавал уменьшенные подобия звезд, а Нибелунг поднял из земли 3 луны и заключил в них энергетические ядра. Вместе с лунными телами появились и 3 богини, так что предпосылки этому есть. В рассветной песне «Звезды и Луны» говорится, что Фанет появился, ступая по утренней звезде. Если понимать этот образ буквально, утренняя звезда существовала еще до его прихода и, вероятно, уже обладала собственной волей. Во время войны с драконами эта сущность могла погибнуть или быть низвергнута на землю. В эту версию хорошо вписывается дух упавшей утренней звезды из Натлана. Само название местной легенды ничего не доказывает. Перед нами всего лишь дух Иктомизавра, заключенный в пространстве испытания. Однако оно могло сохранить далекую память о падении прежней воли светила. После победы Фанет окружил Тейват завесой, отделившей его от моря звезд, низверг силы старого мира и подчинил уцелевшие светила новому порядку. Освободившееся место утренней звезды он отдал своему первому ангельскому творению – Койтар. Похожим образом Фанет мог поступить и с другими звездами Старого мира. Он не обязательно уничтожал волю каждого светила. Какие-то звезды могли сохранить собственную волю, если приняли новый порядок как богини 3 лун, а некоторые из них могли получить новую силу и обязанности.
Таким примером может быть Койор. В сказании говорится, что отец Солнца доверил ей силу и велел беречь ее. Если под этим солнцем скрывается изначальный, то Койор не была его творением. Ее звезда уже существовала и служила ей домом. Фанат лишь наделил старое светило силой и включил его в новую небесную иерархию. Так, при изначальном небесная власть разделилась между 3 лунами и утренней звездой. Богини 3 лун правили из дворцов на своих светилах, а Койтар возглавляла населенный ангелами двор утренней звезды. Связь ангелов со звездами выглядит очень тесной. Их серебряные крылья сияли подобно лунному пламени, а головы венчали короны семикратного сияния, созданные из костей земли и звезд небосвода. Сами ангелы ткали завесу при владыке небес и разносили его откровения по всему миру. Не исключено, что речь идет о том самом небесном пологе, которым Фанат отделил Тейват от внешнего космоса. В новом мироустройстве звездам досталась важная роль. Небеса превратили их в нити, связывающие людей с предназначенными им судьбами. По словам Моны, если связанные с человеком звезды следуют своим путем, его ожидают здоровье, счастье и покой. Если же они отклоняются от заданной траектории, то и судьба человека начинает плохо складываться. При этом в небе Тейвата всегда есть место для каждого человека. Значит, звезды не только предсказывают будущее, но и указывают путь, отведенный ему небесами. В записях исследователей Нарциссинкрейца эта система названа Хеймарменой, судьбой этого мира. Пока игрой не объяснено, является ли Хеймармена отдельным существом, божеством или безличным законом. Скорее всего, это механизм предопределения, установленный над Тейватом и закрепляющий траекторию движения звезд. Судьба каждого человека записана в его созвездии. В расположении звезд отражаются характер и весь жизненный путь, прошлое, настоящее и предназначенное будущее. Благодаря этому астрологи способны не просто угадывать грядущие события, а читать уже проложенную небесами дорогу. По крайней мере, именно так Мона описывает созвездия обладателей глаз Бога. Все, что с ними произошло и еще произойдет, записано среди звезд. Важно обозначить, что созвездия – это не мнимые записи на фальшивом небе. Они состоят из настоящих небесных звездных тел, которые могут упасть на Землю в виде метеоритов. Так произошло с созвездием Леонардо, искателя приключений, жившего около 2000 лет назад и создавшего первые планеры. Всю жизнь он мечтал покорить Колпачный пик, но так и не достиг его вершины. Спустя 2000 лет его созвездие было призвано на Землю и рассыпалось метеоритами по территории Манштата и Лиюэ. Сохранившаяся в них мечта Леонардо начала воздействовать на окружающих. Прикоснувшиеся к обломкам погружались в сон, видели непокоренную гору и испытывали непреодолимое желание продолжить восхождение. Мона предположила, что к призыву созвездия причастны Фатуи, и это подозрение было не беспочвенным. Именно Пьеро поручил Скоромуче исследовать метеориты. Погрузившись в заключенный в них сон Леонардо, предвестник обнаружил нечто куда более важное. Звезды и небо Тейвата оказались колоссальной ложью. Более того, сам Скоромуче решил, что Пьеро мог заранее догадываться, к какому открытию приведет это задание. Следовательно, созвездие Леонардо, вероятно, было призвано не случайно, а ради неизвестной цели Фатуи. Возможно, вырвав человеческую судьбу из небесного порядка и заставив ее упасть на Землю, они пытались исследовать устройство самого фальшивого неба. Получается, звезды способны хранить не только сведения о человеке, но и его энергию, волю и даже остатки души. После смерти владельца они продолжают влиять на мир, передавая живым его воспоминания и стремления. Более наглядную модель звездной системы ведьмин Шабаш создал в Симуланке. Барбиот построила ее звездную карту на основе судьбы Тейвата. Поэтому, оказавшись внутри Симуланки, Мона увидела в ее звездах не самостоятельное будущее сказочного мира, а судьбу настоящего Тейвата. По ее словам, Симуланка была создана словно внутри зеркала, поэтому ее история стала отражением истории настоящего мира. Особенно хорошо эта связь проявилась в истории Дурина. Когда Дурин из Симуланки оказался в Тейвате, система не смогла сразу принять его как отдельное существо. Он носил то же имя, был создан по образу другого Дурина и занимал похожее место в истории. Поэтому ему начала навязываться судьба дракона, созданного Рейн-Датир. Только вмешательство ведьминого Шабаша и путешественника помогло артериям Земли признать его другим Дурином, с тем же именем, но собственной историей, в которой он не должен повторять конец своего предшественника.
Помимо Дурина, у нас есть еще множество примеров того, как имя может повлиять на судьбу человека. Не будем углубляться в ковку имен Натвана, а возьмем пример поближе – Тарталья. При рождении отец назвал его Аяксом в честь героя легенд, распространенных в Снежной. Согласно сказаниям, юный Аякс обнаружил в глубинах замерзшего моря страну золота и белого камня. О нем рассказывали множество историй, поэтому для отца Тартальи это было лишь имя персонажа любимых легенд. Но назвав своего сына Аяксом, мужчина обрек мальчика на частичное повторение судьбы древнего героя. Вероятно, по этой причине все предвестники Фатуи носят вторые имена и титулы. Значит, имя в Тейвате может связывать существо с уже существующей судьбой. Одного совпадения, вероятно, недостаточно. Но если вместе с именем повторяются происхождение и место в истории, система может принять нового носителя за продолжение прежнего и направить его по уже проложенному пути. Еще сильнее человека связывает с Хеймарменой глаз Бога. В одной из заметок Рене пишет, что поучить его значит продать себя Хеймармене, судьбе этого мира, и уже никогда не вернуться на правильный путь. Это не значит, что без глаза Бога у человека нет судьбы. В небе Тейвата существует место для каждого. Глаз Бога не создает судьбу с нуля, а закрепляет внутри нее сильнейшее желание человека. Сам человек сохраняет свободу воли, но его главное стремление становится частью истории, допущенной небесами. Рене боялся случайно поучить глаз Бога. Он хотел пережить смерть своего прежнего «я», чтобы освободиться от собственной судьбы. Но если бы на этом пути он все же получил глаз Бога, даже желание вырваться из-под власти судьбы стало бы частью Хеймармены. В другой заметке Рене описывает путь к такому освобождению. Он приводит молитву Ио-Иопан «Прибежище средь вод». По его словам, она должна была помочь участнику ритуала отказаться от своего «я», погрузиться в бездну и переродиться там в форме святого младенца. Святой младенец здесь не буквальный ребенок, а образ существа, рожденного заново, после отказа от прежней личности. Как объясняет Рене, молитва берет начало в древней трагедии Аякс, названной по имени второго по силе воина, не названного в тексте Союза. Затем он связывает выражение «прибежище средь вод» с Нараяной, чье имя в древних текстах Сумеру также имеет значение «изначальный человек». Здесь важно не смешивать лор игры с реальной мифологией. В реальной индуистской традиции Нараяна – одно из имен Вишну, связанное с образом божества, пребывающего в первозданных водах до сотворения мира. Нараяна при этом является первозданным космическим существом, а не человеком в привычном представлении. И как бы иронично это ни звучало, лично в моем понимании, под такое описание лучше всего подходит Нибелунг. Конечной целью Рене было стать изначальным человеком, а затем чистой волей, способной бросить вызов целому миру. Только такая воля, по его словам, достойна звания сошедшего. Однако его эксперимент закончился созданием коллективного разума, поглотившего множество отдельных личностей, а не рождением истинного сошедшего. Выбор трагедии Аякса в качестве основы для ритуала вряд ли был случайным. Если моя теория верна, древний Аякс – это Сааралайнен, впоследствии ставший третьим сошедшим. Его трагедия могла сохранить не просто историю погибшего героя, а память о совершенном им переходе. Аякс прошел через тьму, оставил прежнего себя и родился заново как воля, больше не подчинявшаяся судьбе Тейвата. Во всей этой истории скрывается жестокая ирония. После гибели третьего сошедшего, небесный порядок разделил его тело и создал из останков 7 сердец Бога. Его воля, некогда вышедшая за пределы Хеймармены, была разделена и встроена в установленную небесами систему. Останки Аякса стали частью механизма, закрепляющего чужие желания внутри судьбы Тейвата. Того, кто освободился от небесных нитей, превратили в инструмент для связывания других. Хеймармена объясняет, какую роль звезды стали исполнять в новом мироустройстве, но ничего не говорит о том, что произошло с их собственной природой. Сохранили ли древние светила, заняв отведенные им места в новой системе, прежнюю силу и собственную волю? По крайней мере, история звезды из разлома показывает, что древнее светило могло сохранить и силу, и собственную волю. Солнечная реликвия из набора «Киноварное загробье» рассказывает о солнечной колеснице, которая после гибели 3 сестер ночного неба рухнула в глубокое ущелье, но позднее восстановилась и вернулась на небосвод, оставив под землей лишь свой осколок. По всей видимости, ту же звезду описывает 6-й том «Хроники заоблачного предела».
В нем упавший к западу от Лiyue небесный метеорит обладает высокомерием и горечностью, а во время войны архонтов не выносит заполнивших мир зла и страданий, не внимает уговорам разлома и убегает обратно на небо. Это едва ли мог быть ангел. К тому времени ангельский род уже был наказан, а самим ангелам от рождения предписывалось любить всех людей. Эта же звезда не стала помогать смертным, она просто вспорхнула и улетела. Вероятнее всего, перед нами самостоятельная воля звезды Старого Мира, пережившая смену миропорядка вместе со своим небесным телом. Но могли ли другие звездные воли продолжить существование отдельно от своих светил? Если они покинули прежние тела и приняли иную форму, искать их следы следует уже не на небе, а среди известных нам богов. Возможную подсказку дает именная карточка цвета радуги. В ее левом нижнем углу, словно на земле, собраны Дендра, Анима и Пира. Происхождение связанных с ними богов неразрывно связано с самим Тейватом. Нахида является ветвью Ирминсуля, Венти родился элементалем ветра, а Мавуика – человеком. Гидра вынесен в сторону, будто не принадлежит ни к одной из троек, что может отражать возвращение власти над этой стихией Гидра-дракону. Электро, Крио и Гео, напротив, расположены в правом верхнем углу, словно в небе, и по ту же сторону, что и дракон. Так Морокс, Райден и Царица визуально отделены от богов земного происхождения и будто отнесены к более древнему драконьему миропорядку. Сама по себе такая композиция ничего не доказывает и может быть лишь дизайнерским решением. Однако каждого из этих трех богов игра по-своему связывает со звездами, поэтому дальше рассмотрим их по отдельности и проверим, не могут ли они быть уцелевшими волями звезд Старого Мира. Начнем с Морокса. Первую и, пожалуй, самую прямую подсказку дает история Цзибай. В далеком прошлом она встретила необычного человека, который, несмотря на смертный облик, мог парить среди облаков, передвигать горы, осушать моря и сокрушать скалы. Цзибай, сама принадлежавшая к ангельскому роду, была удивлена, что существо с подобными силами не являлось ангелом. Однажды Цзибай пришла на условленную встречу и увидела в облаках три одинаковые фигуры, сражавшиеся друг с другом. Среди звона клинков она смутно услышала, как из облаков доносится боевой клич: «Властелин камня! Небесная звезда!». Вскоре битва закончилась, и три тени слились в одну, опустившись перед Цзибай. Это был тот самый друг. Из самой истории можно было бы решить, что небесная звезда – лишь название прозвучавшего приема, ведь это дословный перевод с китайского ультимейта Джун Ли. Однако позднее Цзибай прямо говорит о Джун Ли. Когда-то он был властелином Гео, небесной звездой. Паймэн просит объяснить значение этих слов, но Цзибай признается, что уже успел позабыть, о чем шла речь. Связь со звездами повторяется и в именной карточке. В русском она называется «Падение кометы» и сопровождается словами «Звезды падают, и блеск жизни тускнеет», что отсылает к истории Койлор, когда воля покидает небесное тело, оставшаяся в небе звезда тускнеет. Китайский текст звучит конкретнее. Карточка называется Джун Ли, небесная звезда, а ее описание можно перевести так: «С небес низвергается каменная звезда, и свет жизни погружается во мрак». То есть оригинал описывает каменную звезду, падающую с неба, тот же образ, который мы видим во взрыве стихии Джун Ли. Похожим образом древние источники описывают и первое появление Морокса в Лiyue. Сборник каменных табличек начинается словами: «Сначала Гео-архонт спустился на землю. Он изгнал воду, поднял горы Тянхэн и обуздал волны». Правда, китайский оригинал не упоминает небеса напрямую. В нем использовано древнее выражение со значением «сойти и поселиться». Однако в сочетании с титулом небесной звезды и образом каменного светила, низвергающегося с неба, эта формулировка читается как еще один отголосок настоящего сошествия Морокса на землю. Прямой звездный образ Морокса проявляется и в воспоминаниях Аждахи. В задании легенд разъеденная эрозией часть дракона с презрением отзывается о Гео-архонте. Божество червей и есть червь. Кунь-дзюнь, воплотивший уцелевшие воспоминания Аждахи, возражает: «Ты забыл самого себя. Никто не относился к Мороксу с большим уважением, чем ты или я». Сразу после этого они вместе произносят древние строки: «Все силы мира, рождение и гибель суши и морей,
В пустошах рождается звезда, что сверкает, словно палящее солнце. Китайский оригинал сохраняет тот же образ. В тексте не говорится прямо, кому посвящены эти строки, однако они звучат сразу после напоминания о былом почтении Аждахи к Мороксу. Поэтому родившуюся на земле звезду, сияющую подобно солнцу, вполне можно отождествить с самим владыкой камня. Особенно важно, что эти воспоминания принадлежат Аждахе, геовладыке Старого Мира. В древности он сотрудничал с Мороксом как его друг и соратник. Они заключили договор, сражались бок о бок и вместе защищали Лiyue. Вероятно, тогда Аждаха еще помнил истинное происхождение своего союзника и видел в нем не человека, подобного бога нового порядка, а небесную звезду, принадлежавшую тому же древнему миру. Позднее эрозия стерла из памяти лицо старого друга, а вместе с ним исчезло и знание о прошлом Морокса. Поэтому утратившая себя часть дракона больше не узнавала прежнего союзника и видела в нем лишь божество, вставшее на сторону людей. Все эти детали указывают в одну сторону. Морокс может быть волей древней каменной звезды, покинувшей свое небесное тело и принявшей человеческий облик. Какой именно звездой он был и что с ней произошло, мы пока не знаем. С происхождением сестер Райден все почти так же туманно, как и с происхождением Морокса. В драгоценных сказаниях Кийосикен Синкагауте Наруками предстает не божеством, рожденным на островах, а владычицей, прибывшей в Инадзуму издалека. Причем в китайском тексте для этого используется не обычное «явилось», а слово со значением «прибыть», переправившись через море. Исторически его применяли к выходцам с материка и к людям, пришедшим из чужих земель. Хотя прибывшая издалека владычицей в легенде названа Макото, далее уточняется, что с первого дня правления рядом с ней находилась младшая сестра-близнец. Следовательно, обе Райден были для Инадзумы чужестранками. Во времена войны архонтов Эя отказалась от телесной формы, чтобы Макото могла занять место среди семерых. Став электроархонтом, Макото призвала божественную волю сестры и заново выковала для нее тело. После этого Эя вновь обрела собственную оболочку, однако перед народом сестры представали единой правительницей. Макото была явленной миру истиной, а Эя сокрытой от него тенью. Близнецы встречаются и среди реальных звезд. В затменных двойных системах два самостоятельных светила обращаются вокруг общего центра масс, но по мере движения по орбитам одно из них периодически оказывается за другим и на время исчезает из поля зрения, словно уходит в его тень. Издалека такая пара кажется единой звездой, хотя в действительности состоит из двух светил – видимого и скрытого. С древним небесным порядком может быть связано и само стремление Эи к вечности. В описании рассветной песни звезды и луны эпоха совместного правления трех лун и утренней звезды названа временем, когда вечность еще была вечностью. В китайском тексте здесь используется то же слово, которым обозначен идеал Райден. Позднее, с разрушением древнего порядка, эта вечность встретила свой конец, а мир лишился ее защиты. Возможно, избранный Эи путь стал отголоском вечности, некогда лежавшей в основе небесного мироустройства. В игре прямое указание на связь Райден со звездами сохранилось в названии и описании элементального навыка Эи – превосходство зловещее знамение. Русская локализация частично скрыла связь этого таланта со звездами. В китайском навык называется «божественное преображение», раскрытие ока неблагоприятного светила, а сам глаз грозового наказания – оком неблагоприятного светила, несущим громовое наказание. Особенно важны заключительные строки описания. Рука и глаз означают власть великого божества над всем, что оно видит. Богиня грома может разместить рядом со своими подопечными руку и глаз зловещей звезды. Они будут защищать их и вместо нее вершить громовое наказание. Так, в одном навыке появляются сразу два знакомых термина – неблагоприятное светило и зловещая звезда. Поэтому глаз, раскрывающийся над головами персонажей, не просто знак благословения, а звездный фамильяр, подчиненный Райден. В Натлане такое существо назвали бы звездным демоном, Цицимитлем или Цицимимы. Оно сопровождает союзников электроархонта, защищает их и карает врагов от ее имени.
Звездная природа сил Райден подчеркнута и визуально. Четырехконечные звезды постоянно повторяются на иконках ее талантов. Звездный образ продолжается и в названиях созвездий. Первое в русском переводе известно как зловещая надпись, хотя в оригинале оно называется прорицание неблагоприятного светила. Пятое созвездие переведено как нисхождение Сёгуна, но его настоящее название зловещий генерал проявляет форму. При этом оно усиливает элементальный навык Райден, тот самый, который создает око неблагоприятного светила. Использованный в названии глагол описывает не обычное появление, а переход скрытой сущности в видимый облик. Следовательно, в пятом созвездии зловещий генерал обретает собственную форму. Что именно скрывается за этим образом, помогают понять материалы еженедельного босса Райден. Само подземелье называется «Конец царства Анейроса». Слово «Анейрос» произошло из древнегреческого языка и означает «сон». В мифах так называли олицетворенных духов сновидений, которые являлись спящим людям и приносили им различные образы. Китайское название передает тот же смысл еще яснее – гибель рая грез. Сны в Тейвате уже не раз связывались со звездами. Среди повелителей ночного ветра встречались люди со звездной душой, способные общаться с духами и сопровождать их в мир сновидений. А прикоснувшиеся к метеоритам Леонардо погружались в один и тот же сон, где пытались покорить Колпачный пик. Поэтому упоминание царства сновидений рядом с Райден может быть еще одним намеком на ее звездную природу. Первый материал в русском переводе называется «Мудро зловещего генерала». В оригинале «Рука и око зловещего генерала». Это название почти дословно повторяет описание элементального навыка Эи, где рядом с ее подопечными появляется рука и око зловещей звезды. Меняется лишь одно слово – место звезды занимает генерал. Сходство продолжается и в описании материала. Для зловещего генерала увидеть значит совершить. Стоит марионетке заметить цель, и ее клинок тут же наносит удар. Получается та же сила, которая в элементальном навыке проявляется как рука и око зловещей звезды, в теле марионетки обретает форму зловещего генерала. К звездной символике возвращает второй материал – слезы очищения божества бедствий. Он также представляет собой деталь марионетки, но уже выполненную в форме ока неблагоприятного светила. Особенно важна последняя строка китайского описания. После бесчисленных бедствий даже зловещая звезда и неблагоприятное светило способны очистить себя слезами. Таким образом, оба материала связывают марионетку со звездными образами из навыка Эи. Сила зловещей звезды воплощается в ее теле, а символ неблагоприятного светила становится частью этого тела. Повторяющийся рядом с Райден образ звезды позволяет по-новому взглянуть не только на природу самой богини, но и на огромное небесное тело за ее спиной в трейлере. Его часто принимают за алую луну, хотя ее связь с электроархонтом в игре никак не подтверждена. Возможно, перед нами именно звезда, а окружающие ее багровые разводы изображают ту самую неблагоприятность, которая сопровождает звездные образы Эи. История Койлор уже показала, что после ухода звездной воли ее небесное тело не исчезло, а лишь утратило свет. Если Райден тоже является волей звезды, темное светило в трейлере может быть ее прежним телом, опустевшей оболочкой, которую она покинула, обретя новую форму в Тейвате. С царицей все сложнее. Пока Крио Архонт не стала игровым персонажем, у нас нет главных источников, на которые я опиралась в разборах Морокса и Райден. Поэтому мне приходится выстраивать теорию из тех сведений, которые уже есть у меня на руках. И сейчас они складываются в следующую картину. Волей звезды была не сама царица, а ее возлюбленный и третий сошедший Аякс. Сделаю небольшую ремарку. Я буду исходить из предположения, что Саара Лайнен из гимнов Крайнего Севера и древний Аякс один и тот же персонаж. Это может быть не так, и вы можете считать иначе. Но пока игра не сказала мне обратного, я придерживаюсь этой теории. Доказывать свою точку зрения я буду постепенно, по мере развития истории. Начать следует с Гипербореи. В задании «Истинная луна» богини трех лун вспоминают, как небесный порядок сбрасывал шипы
увы, на непокорные цивилизации. Одна из сестер пыталась спасти обреченных людей, и Коломбина понимает, что среди них были предки детей Морозной Луны. Только после этого Нибелунг вернулся в Тейват, и началась война погребального пламени. Значит, Гиперборея была наказана еще до возвращения короля драконов. Из этого у меня появилась другая теория. Нибелунг может быть порождением сферы теней, а не настоящим владыкой, но об этом как-нибудь в следующий раз. История комплекта, застывшая в тени разочарования, дополняет эту картину. Золотая цивилизация была уничтожена ударом владыки небес, после чего ее развалины остались в теневой стороне мира. Там застыли разрушенные башни, а земля сохранила раны древней катастрофы. Позднее Белый Царь неоднократно возвращался в этот мир теней, где лежала его разрушенная золотая родина. Часть гиперборейцев успела спастись и со временем стала предками детей Морозной Луны. Некоторые альвы тоже пережили катастрофу и переселились дальше на север. Могла ли среди этих выживших находиться будущая царица? Происхождение Анастасии пока остается открытым. Она могла быть человеческой девочкой, связанной с уцелевшими гиперборейцами, но подмененной альвами и выросшей среди снеговиков. А могла быть обычной снегурочкой. Однако на открытых участках кожи в районе ключицы спины нет узоров, которые присущи всем альвам. Сама кожа выглядит по-человечески и не имеет мертвенно-бледного оттенка, распространенного среди снегурочек. При этом царица владеет талантом заморозки, который может быть следствием проклятия, но об этом чуть позже. В то время древняя Снежная еще знала смену времен года. В зимний период, вскоре после завершения войны погребального пламени, в Тейват прибыл Саарелайнен. На звездном коне он проскакал по заброшенному острову Хейси и темным, окутанным туманом землям Пахьолы, которые, очевидно, являлись частью ландшафта Севера. Способ его прибытия как раз может указывать на происхождение Саарелайнена. Описанный в гимнах веселый, добрый и красивый юноша вполне мог быть волей звезды Старого Мира. На севере он встретил прекрасную дочь Пакаисука, и между молодыми людьми вспыхнули чувства. Именно здесь история Саарелайнена впервые начинает совпадать с преданиями об Аяксе. В балладе Фьордов говорится, что Аякс и Снегурочка полюбили друг друга, но были разлучены коварными проделками подменышей. Саарелайнен также влюбился в северную девушку, чья история связана с Пакаисука. Само это имя происходит от финского Деда Мороза, с которым в восточнославянской традиции связана Снегурочка. Полагаю, отношения Анастасии и Аякса долгое время оставались тайными, и еще до официального брака у них родился ребенок со звездообразными глазами, по аналогии с историей Койвор и ее сына Кунтура, где мальчик унаследовал от матери ясные, словно звезды, глаза. Однако для свадьбы Аяксу требовалось благословение отца возлюбленной. Тот согласился отдать ему дочь лишь при одном условии – Саарелайнен должен был открыть врата в Пахьолу. Юноша понимал, что его отправляют в ловушку, но все равно принял условие. Если бы он отказался, исполнить требования пришлось бы самой Снегурочке. Но куда вели врата Пахьолы? Я полагаю, что завуалированная версия этой истории рассказана в балладе Фьордов. Аякс проваливается под лед и обнаруживает в глубинах замерзшего моря страну золота и белого камня. Ее древняя столица ушла под землю после неизвестной катастрофы, но продолжала сиять, словно рассвет. На белом троне все еще сидел молчаливый царь. Во дворе стояли серебристые деревья, а искореженные чудовища начали пробуждаться от тысячелетнего сна. Здесь стоит вспомнить уже знакомые нам записи Рене о Хеймармене. В них описан ритуал, основанный на древней трагедии Аякс или Эйос. Его участник отказывается от собственного «я», погружается в бездну и перерождается там в форме святого младенца. Рене также объясняет, что сошедшим становится не каждый пришелец из другого мира, а только тот, чья воля способна сравниться с целым миром, защитить его, поддержать, разрушить или создать заново. В землях Пахьолы Аякс обрел статус третьего сошедшего, однако выбраться оттуда ему так и не удалось. За открытие врат и пробуждение древних чудовищ Фанет разрубил его на 7 частей. Позже небесный порядок вместе с еще одним неизвестным создали из останков третьего 7 сердец Бога. Стоит отметить, что про закрытие врат ничего не было сказано. Так, возможно, сфера теней распространилась по Снежной и случайно затягивает бедолаг, как было с маленьким Тартальей. Да и Белый Царь в будущем будет искать там ответы на вопросы о прошлом своей цивилизации.
Заключенная в Аяксе звездная сила не исчезла после его смерти. В задании «Если мы встретимся снова» говорится, что звездный клин возникает, когда при появлении глаза Бога к нему примешиваются частицы, сохранившиеся в останках третьего сошедшего. Само название отражает суть этого явления. Клин указывает на внедрение примеси, а звездный – на природу ее источника. Получается, звездный клин служит еще одним свидетельством того, что Аякс изначально был звездой. Даже после его гибели частицы этой силы продолжили проникать в систему дарования глаз Бога и изменять их свойства. Аномальная древесная смола дополняет картину расправы над древним героем. По сведениям Пьеро, третий сошедший, нарушив высочайший закон, был стерт. Эта формулировка звучит так, будто вместе с Аяксом исчезли и все следы его существования. Расправа коснулась и дочери Пакаисука. Ей было суждено больше никогда не выйти замуж. Это может быть поэтическим образом вечной скорби, но не исключено, что речь идет о буквальном проклятии. После гибели Аякса девушка словно утратила память о нем и теперь сомневается, была ли их любовь настоящей. Анастасия винит в этом небесные принципы, но все же заключает: смерть не враг любви. В трейлере «Внезапная метель» ее воспоминания о сыне столь же туманны. Теплый и спокойный день внезапно сменяется метелью. Стоит Анастасии коснуться мальчика, как все вокруг замерзает. Судя по растерянности, она и сама не знала, что обладает такой силой. Дальнейшая судьба отпрыска Аякса и Анастасии неизвестна, мы видим лишь итог. Через сына царица стала прародительницей каинрийцев. В Переньере говорится, что в древности Каинриах принимала детей с поверхности. Изначально приют был создан в ожидании существа, способного превзойти богов. Но позднее туда стали приводить сирот и беспризорников из внешнего мира. Полагаю, сын Анастасии, пытаясь скрыться от взора богов, оказался среди этих детей, а его потомки постепенно стали частью каинрийского народа. После этого следы Анастасии надолго теряются, а Снежной начинает править Белый царь. Согласно северному преданию, у него был младший брат-близнец, король Дуба, приносивший миру тепло. После трагической ссоры Белый царь случайно убил его, и страну сковала вечная зима. При этом в воспоминаниях Анастасии о сыне вокруг еще тепло. Значит, сцена произошла до гибели летнего царя, когда времена года продолжали сменять друг друга. Анастасия уже тогда была матерью, и это одна из причин, почему я считаю ее старшей Мономаха. И все же между ними явно существовала какая-то связь. Когда 500 лет назад Белый царь сгинул в бездне, именно Анастасия унаследовала его престол и божественную власть. Поскольку царица владеет копьем, я предполагаю, что когда-то она была его наставницей, подобно Скирк, обучавшей Тарталью. После коронации Анастасия получила сердце Бога, созданное из останков третьего сошедшего. По моей версии, соприкосновение с частью Аякса вернуло ей воспоминания о возлюбленном и сыне. Этим же объясняется и необычное количество звездных клиньев в Снежной. Сильнее всего влияние останков третьего проявляется в стране, где правит его возлюбленная. С восхождением на престол я связываю и появление нынешнего имени царицы. Здесь напрашивается параллель с домом Романовых. Иностранные принцессы, входившие в царскую семью, принимали православие и получали русские имена. Многим из них давали отчество Федоровна в честь Феодоровской иконы Божьей Матери, святыни царской династии. Поэтому Анастасией Федоровной царица могла стать лишь после коронации. Прежде, как дочь Пакаисука, она носила другое имя. А если новое имя ей действительно дали при вступлении на престол, сама Анастасия могла быть принцессой из другой страны, например, из Гипербореи. Символично и значение ее имени. Анастасия означает «воскресшая», то есть возрожденная к жизни. Ее политика также заставляет сомневаться в альвийском происхождении. После восхождения на престол Анастасия направила Фатую против непокорных князей и захватила земли кланов Древогорья, Волхован и Чернорейки. Их правителей лишили наследственных титулов, а управление передали назначаемым чиновникам. Затем царица потребовала от остальных князей отказаться от власти и таким образом подчинила себе весь север. Несколько лет спустя она учредила Снежноградское вече и поставила во главе человека, ведьму Джи из Шабаша, Иоанну Ивановну. Как мэр, Ивановна возглавила новую систему власти, созданную на месте упраздненных княжеств.
Основу Фатуи тоже в основном составляют люди, а Пульчинелла остается единственной заметной фигурой в их руководстве, которую связывают с альвами. Конечно, происхождение не обязано определять политические взгляды, однако, если Анастасия действительно является альвом, разработчикам придется объяснить, почему после коронации она уничтожила прежний порядок собственного народа, отстранила его знать и передала управление людям. Тем не менее, я не говорю, что она полностью отвернулась от альвов. У нас есть хорошие примеры в виде дружины, состоящей из вилл. Речь идет скорее о том, что царица значительно уравняла шансы человечества, выступив в их защиту. Также не будем забывать, что Анастасия даровала независимость над краю. По этой же причине я почти исключаю версию, что царицей является Койтар. Первый ангел передала людям власть творения, с помощью которой были созданы альвы, и видела в этих созданиях надежду на светлое будущее. Анастасия же, напротив, запретила алхимическое искусство во всей Снежной. После коронации царица получила сердце бога, созданное из останков третьего сошедшего. Если соприкосновение с частью Аякса действительно вернуло ей хотя бы часть воспоминаний, это должно было стать невероятным потрясением. Хотя ее утраты разделяли тысячи лет, для самой Анастасии они произошли словно в одночасье. Она вспомнила возлюбленного, которого разрубили на 7 частей, ребенка, с которым ее разлучили, и его потомков, чей народ был уничтожен буквально у нее на глазах. Тогда иначе звучат слова Дайнслейфа. У ее народа не осталось больше любви к ней, как и у нее к своим людям. В рамках моей теории настоящим народом царицы были потомки ее сына, жители Каинриах. После катаклизма прежнего народа больше не существовало. Одни каинрийцы погибли, а другие были обречены на проклятие. Любить Анастасию было почти некому, а в ней самой после такой потери уже не осталось сил на любовь. Поэтому, собирая сердца бога, царица не просто возвращает 7 частей некогда отнятого у нее Аякса. Я думаю, она понимает, что мертвых не вернуть и ничего нельзя исправить. Теперь она стремится уничтожить саму Хеймармену, судьбу этого мира, которая привела ее семью к столь печальному концу. Ее врагом становится не только небесный порядок, но и само предопределение, снова и снова отнимавшее у нее всех, кого она любила. Спасибо, что оставались со мной до конца этой истории. Обязательно делитесь своим мнением в комментариях, подписывайтесь на очаг и вступайте в наш чатик. Услышимся в новых видео. Всем пока!